подо льдом Антарктиды может находиться то, что изменит историю человечества. Официально это ледяной материк с научными станциями, военными объектами и экстремальными условиями для работы. Но доступ туда ограничен. Нельзя просто прилететь в любую точку и начать исследование. Маршруты утверждают заранее, передвижение контролируют, огромные районы остаются недоступными. Обычно это объясняют безопасностью и защитой природы. Но почему именно Антарктида десятилетиями вызывает интерес военных, разведки и крупнейших держав? Подо льдом уже обнаружили озера, горы, вулканические зоны и микроорганизмы, которые долго существовали без контакта с поверхностью. Это подтвержденные факты. Но под ледяным щитом могут находиться и другие объекты, древние сооружения, следы неизвестных технологий или структуры, происхождение которых пока невозможно объяснить. Если это правда, Антарктида может скрывать то, что навсегда изменит наше представление о прошлом Земли. Интерес к Антарктиде резко вырос в 30-е годы прошлого века. В этот период все чаще появлялись сообщения о закрытых маршрутах, подземных пустотах и возможных объектах подо льдом. Особое внимание к региону проявлял Третий Рейх. Официально речь шла о научных экспедициях, но существует и другая версия. Немецкие специалисты искали древние сооружения и технологии, которые могли иметь военное значение. После Второй мировой войны США направили к берегам Антарктиды крупную военно-морскую экспедицию. Операция «Высокий прыжок» началась в 1946-м. В ней участвовали авианосец, боевые корабли, подводная лодка, самолеты, вертолеты и несколько тысяч человек личного состава. Для обычной научной миссии такой масштаб выглядел странно. Экспедицию планировали на 6 месяцев, но завершили через 6 недель. В отчетах указали плохую погоду. Позже очевидцы утверждали, что над кораблями появлялись дискообразные аппараты. Они резко ускорялись, меняли направление и исчезали. В середине 80-х медицинский самолет пересек закрытый сектор у Южного полюса. Экипаж увидел огромную воронку во льду размером со стадион. Рядом находились следы тяжелой техники. Часть следов уходила внутрь воронки. После возвращения летчиков встретили люди в гражданской одежде. Им запретили обсуждать маршруты и увиденное. В 90-е военные экипажи сообщали о серебристых объектах над антарктическими горами. Объекты зависали без шума, затем исчезали за несколько секунд. Официальных объяснений не было. Тему быстро закрывали. Позже появилась история о секретной операции спецназа. Группа обнаружила объект, который выступал из-под льда. Он имел правильную форму и состоял из материала, не похожего на металл или камень. Поверхность оставалась теплой при сильном морозе. На одной стороне находилась большая дверь без видимых механизмов. Если этот рассказ правдив, подо льдом может находиться искусственное сооружение неизвестного происхождения. Ученые тоже фиксировали аномалии. В 2018-м зонды регистрировали космические частицы над Антарктидой. Сигналы должны были приходить из атмосферы. Но часть импульсов пришла снизу, будто источник находился глубоко под ледяным щитом. Такое поведение сложно объяснить стандартными моделями. Антарктида давно связана с событиями, которым нет понятного объяснения. Люди рассказывали о странных звуках, неизвестных объектах и закрытых районах, о которых запрещено говорить. Эти истории не подтверждают наличие тайных баз подо льдом, но указывают на другое. На Южном континенте происходили вещи, которые официально так и не смогли объяснить до конца. По словам бывшего бортинженера ВМС США, в ноябре 1995-го произошел странный инцидент. В район на юго-западе Антарктиды вылетел транспортный самолет. Его отправили проверить лагерь, где работали 15 ученых. Группа изучала погоду, брала образцы льда и фиксировала данные о местной среде. По правилам экспедиции, ученые должны были каждый день выходить на радиосвязь и подтверждать, что все в порядке. Но связь прекратилась на несколько дней. После этого на базу отправили самолет, чтобы проверить лагерь с воздуха и понять, нужна ли спасательная операция. Когда самолет прибыл в район, с воздуха были видны жилые модули, топливные емкости, оборудование и снегоходы. Все стояло на месте. Не было следов аварии, пожара или эвакуации. Самолет невозможно было не заметить. Если бы люди находились в лагере, они должны были выйти наружу. Но никто не появился. Спасательная группа приземлилась и начала осмотр. 15 человек прибыли туда примерно неделю назад. Запасов должно было хватить на месяц. Но в лагере никого не нашли. Радиостанция работала. Это означало, что группа могла выйти на связь, если бы оставалась на месте. Приказ был коротким.
выполнить дополнительный облет и возвращаться. Самолет сделал еще несколько кругов над районом. Экипаж искал следы на снегу, людей, обломки, любые признаки движения. Ничего не обнаружили. После этого самолет вернулся на базу. Но больше чем через неделю все изменилось. Те самые ученые неожиданно вышли на связь. Они не объясняли, где находились все это время. Они просили только об одном – забрать их как можно быстрее. Когда самолет снова сел возле лагеря, экипаж сразу заметил странность. Оборудование уже было собрано, люди действовали в спешке, но на месте были не все. По словам свидетелей, часть ученых отсутствовала. Что с ними произошло, никто не объяснил. Оставшиеся поднялись на борт молча. Им задавали вопросы, предлагали еду и горячий кофе, но ответа не было. Люди смотрели перед собой и почти ни на что не реагировали. После посадки ученых должны были пересадить на другой самолет. Но они не вставали с мест. Некоторых пришлось отстегивать и выводить из салона вручную. Очевидцы говорили, что они выглядели как люди после сильного шока. Их оборудование забрали отдельно. Его поместили в хранилище, закрыли и поставили под охрану. Экипажу запретили приближаться к грузу и обсуждать произошедшее. Позже появились сообщения, что часть материалов могла быть отправлена на одну из закрытых военных баз в США. После этого спасательную команду вызвали к командиру. В кабинете находились двое мужчин в гражданской одежде, прибывшие из Вашингтона. Разговор был коротким. Экипажу приказали никому не говорить о пропавших ученых, о возвращении группы, о грузе и о точном месте лагеря. Официально этого происшествия не существовало. В 2003-м с базы отправили группу морского спецназа США в район ледника Бирдмор. Официальная задача звучала просто – разведка местности. Неофициальная задача была другой – найти пропавшего ученого, забрать его материалы и вернуть на базу. Командиру группы сообщили, что данные имеют критическое значение и должны быть защищены любой ценой. Сначала это выглядело странно. По документам ученый занимался обычной съемкой ледника. Но когда группа приблизилась к месту, стало ясно – миссия не имеет отношения к обычной науке. Из снега и льда выступала верхняя часть черного восьмиугольного объекта. Он поднимался над поверхностью на 18 футов, это около 5,5 метров. Командир подошел ближе и увидел большую дверь высотой 23 фута, это 7 метров. На поверхности находились символы, похожие на схему звездного неба. Рядом был знак в виде треугольника с двумя линиями через центр. Похожие символы, по словам исследователей, встречались в разных регионах мира. Командир толкнул дверь. Несмотря на огромный размер, она открылась легко, будто весь механизм был идеально сбалансирован. Группа вошла внутрь. Снаружи температура была около минус 40 градусов. Внутри держалась примерно от 20 до 22 градусов по Цельсию. Дверь закрылась за ними почти без звука. Помещение оказалось огромным. Его длину сравнивали с 7 футбольными полями. Поверхность стен покрывали ряды вырезанных знаков. Они напоминали египетские иероглифы и письменность майя, но не совпадали ни с одной известной системой. Ученого нашли внутри комплекса. Он фотографировал стены и брал образцы. По его словам, весь комплекс занимал площадь около 30 футбольных полей. Основная часть находилась подо льдом. И это был не единственный объект в этом районе. В 2003-м эта большая дверь считалась главным известным входом. Позже, по отдельным сообщениям, нашли другие входы. Добраться до них можно было только на подводных аппаратах, проходя примерно 2 мили под ледяным щитом. Самая тревожная часть рассказа заключалась в другом. Нижние уровни комплекса, по словам источников, не были пустыми. История с исчезнувшими учеными была не единственным странным эпизодом в рассказах о полетах над Антарктидой. В начале 80-х экипажи транспортных самолетов регулярно выполняли стандартные рейсы, доставляли грузы, снабжали станции, перевозили персонал и оборудование. Все выглядело как обычная работа до одного срочного вызова. Экипажу сообщили, что на другой стороне континента ранен ученый. Требовалась экстренная эвакуация. После посадки медиков на базе самолет пошел через трансантарктические горы. При приближении к Южному полюсу выбрал необычный курс. Маршрут проходил прямо над удаленным лагерем, который называли станцией отбора проб воздуха. Этот район был закрыт для полетов. Но пациент мог погибнуть, если бы самолет пошел длинным обходным маршрутом. Поэтому экипаж нарушил запрет. Когда самолет прошел над закрытой зоной, экипаж увидел то, что трудно было объяснить. Во льду находилось огромное отверстие шириной около 300 футов, это 90 метров. Вся площадка вокруг была покрыта следами техники.
Часть следов уходила прямо вниз, внутрь провала. Становилось ясно, что там велась активная работа. Но зачем этот объект скрывали, никто экипажу не объяснил. После доставки пациента на базу экипаж вызвали к командиру. В кабинете находились незнакомый офицер и двое мужчин в деловых костюмах. Офицер спросил, почему самолет нарушил запрет на полет над закрытым районом. Летчики ответили, что другого пути не было, иначе пострадавший мог погибнуть. После короткой паузы мужчины в костюмах сообщили экипажу, что никто ничего не видел. Над этим районом самолет не проходил, возвращаться туда запрещено, обсуждать увиденное запрещено. На этом разговор закончился. Если вам интересно, что будет дальше, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. После этого появились новые рассказы от бывших участников полетов над Антарктидой. Они утверждали, что за годы службы не раз видели серебристые объекты в небе. Другие экипажи говорили о похожих наблюдениях. По их словам, такие случаи происходили настолько часто, что на базах их обсуждали уже почти как обычную тему. Позже история стала еще тревожнее. Во время одного из рейсов на станцию у Южного полюса экипаж услышал разговор гражданских специалистов о той закрытой зоне с огромной дырой во льду. Они говорили, что скоро снова отправятся туда для встречи с кем-то. Похожие разговоры якобы слышали и другие летчики. Некоторых людей регулярно доставляли к этому месту. Когда один из членов экипажа спросил, с кем они встречаются, ответ прозвучал уклончиво. Но главное было понятно – речь шла не об обычных сотрудниках, ученых или военных. Могли иметься в виду существа неизвестного происхождения. Слухи вокруг объекта ходили давно. По одной версии, дыра была входом на подземную базу, где люди и неизвестные существа работали над совместным проектом. Что это был за проект, никто не объяснял. В 90-е такие истории звучали как легенды, но позже появились спутниковые сервисы. На картах некоторые пользователи заметили странные объекты в Антарктиде. В 2007-м там появился снимок входа в пещеру, к которому будто вели ступени. Поверхность вокруг отличалась по цвету, словно по ней проходила техника. Через несколько месяцев изображение исчезло. Позже объект снова появился на картах примерно в 2019-м. Однако качество нового снимка оказалось хуже, чем у более старого изображения. Деталей стало меньше, хотя технологии съемки к тому моменту улучшились. Это вызвало новую волну подозрений. Похожая история появилась в начале 2000-х. По этой версии съемочная группа отправилась в Антарктиду, чтобы проверить слухи о масштабных раскопках на глубине примерно 3 километров подо льдом. После этого связь с группой пропала. Позже спасатели нашли лагерь и часть оборудования. Среди вещей находилась видеокассета. По рассказам, запись просмотрели офицеры ВМС, на кадрах были видны крупные руины и объекты, которые решили не показывать публике. Также утверждалось, что подо льдом нашли древний пирамидальный храмовый комплекс. Видео в открытый доступ так и не попало. На картах находили и другие спорные объекты. Один объект напоминал лицо. Другой выглядел как вытянутый корпус, будто он упал на ледяную поверхность. Некоторые сравнивали его с первым известным межзвездным объектом, который прошел через Солнечную систему в 2017-м. Его форма вызвала много вопросов. Сторонники альтернативных теорий считают, что Антарктида может хранить следы длительного присутствия неизвестной цивилизации. Они ссылаются на рассказы свидетелей, закрытые зоны, спутниковые снимки, странные сигналы и сообщения военных. В этой версии пришельцы могли находиться здесь очень давно. Антарктида остается одним из самых труднодоступных регионов Земли. Почти весь материк покрыт ледяным щитом толщиной в несколько километров. Из-за климата, расстояний и ограниченного доступа значительная часть континента до сих пор изучена не полностью. Именно поэтому любые странные находки там сразу вызывают споры. На спутниковых снимках не раз замечали объекты пирамидальной формы. Официально их считают обычными горными вершинами, которые выступают из-подо льда. Но некоторые структуры выглядят слишком правильными: ровные грани, четкая форма, ориентация по сторонам света. Отсюда появилась версия о древнем строительстве. Если под ледяным щитом действительно есть искусственные объекты, значит, их создали до того, как континент окончательно замерз. Наука подтверждает, что около 90 миллионов лет назад Антарктида была теплым регионом с лесами, реками и живыми экосистемами. Геологические образцы это показывают. Но считается, что ледяной щит существует уже более 12 миллионов лет. Поэтому любые сооружения под ним выглядят невозможными с точки зрения привычной истории. Под Антарктидой уже находят реальные скрытые миры. Озеро Восток миллионы лет было изолировано от поверхности.
Подо льдом обнаружены каналы жидкой воды, древние русла рек и области, где тепло идет из недр планеты. Это не доказывает существование цивилизации, но показывает главное. Под ледяным щитом есть сложная среда, которую мы почти не видели. Проверить спорные объекты крайне сложно. Многие материалы не имеют открытых подтверждений. Часть снимков исчезала из доступа, а рассказы очевидцев редко сопровождались документами. Поэтому такие истории нельзя считать установленными фактами. Но полностью игнорировать их тоже трудно. Похожие сообщения появлялись в разное время и из разных источников. С объектами пирамидальной формы ситуация остается спорной. Часть из них действительно может быть обычными скальными вершинами. Антарктический рельеф способен создавать формы, которые выглядят так, будто сделаны человеком. Но пока эти районы остаются труднодоступными, вопрос не закрыт. Также можно рассматривать и предполагаемый разбившийся корабль. По официальной версии это валун, кусок льда или часть породы, которая сошла со склона. Если смотреть не только увеличенный фрагмент, а полный снимок местности, рядом заметен участок, откуда объект мог сместиться естественным образом. Поэтому этот случай вполне может иметь природное объяснение. Но есть истории, которые вызывают еще больше вопросов. Один из самых известных рассказов связан с бывшим бойцом морского спецназа США. Он утверждал, что участвовал в операции у ледника Бирдмор и вошел в подледный комплекс неизвестного происхождения. Однако он не раскрыл имя, подразделение и не представил доказательств. Поэтому этот эпизод остается лишь свидетельством одного человека. К подобным заявлениям нужно относиться осторожно. Один источник не может служить доказательством. Но проблема в другом. Антарктида остается территорией, где многое невозможно проверить обычным способом. Попасть туда можно только по разрешению стран, участвующих в Антарктическом договоре, подписанном в 1959. Континент разделен на зоны контроля, а свободное перемещение серьезно ограничено. Туристические маршруты существуют, но проходят только по утвержденным направлениям. Официально это объясняют безопасностью, климатом и защитой природы. Но сторонники альтернативных версий считают, что главный интерес находится не на поверхности, а под ледяным щитом. Именно поэтому любые рассказы о закрытых раскопках, подземных объектах и секретных экспедициях звучат особенно тревожно. Теоретически подо льдом могут находиться древние руины. Лед способен сохранять объекты тысячи лет, но без открытых исследований это останется только версией. Возможно ли там жизнь? Полностью исключать это нельзя. Под Антарктидой уже обнаружены вулканические зоны, подледные озера, водные каналы и крупные полости. Геотермальное тепло может поддерживать жидкую воду и стабильную температуру. Значит, под ледяным щитом способны существовать изолированные экосистемы. Климат меняется, и Антарктида постепенно теряет лед. Если этот процесс ускорится, скрытые районы начнут открываться. Тогда на поверхность могут выйти древние породы, неизвестные формы жизни или объекты, о которых сейчас можно только спорить. Как вы думаете, что на самом деле скрывает Антарктида? Обычные природные тайны или нечто, о чем нам не хотят рассказывать? Напишите свое мнение в комментариях. И обязательно посмотрите другие ролики на канале про Антарктиду. Там еще больше странных фактов, секретных историй и версий, о которых мало кто говорит.